Эй, всем привет, пацаны-мальчики, пацаны-девочки, здравствуйте всем, с вами Шведомет, и сегодня я хочу показать вам небольшой краткий обзорчик моего видения на PvP билд, да, непосредственно скиллов на старом добром рейнджере. Сегодня мы с тобой вкратце посмотрим, я расскажу тебе, и дальше ты сам сделаешь выводы, подойдет тебе такой набор скиллов и прочего или нет. Да, не забывай прожать лайк, обязательно потом напиши свой комментарий, что думаешь по поводу этого видео. Смотри, значит, начнем мы с того, как одет наш персонаж. Да, мое лично субъективное мнение, ребятушки, что у ПВП лучника, да, так как это РДД, да, дальний дистанционный у нас дамагер, мне кажется, я считаю, и мне кажется, ты тоже должен так считать, что дамагер должен наносить максимальное количество урона в минимальное количество времени. Это если идет у нас ПВП и урон непосредственно по боссу в каких-либо данжах, либо какого-то мирового босса. Да, вкратце давай сразу глянем. Скиллы. Так вот, скиллы. Значит, смотри, начинаем с обычных скиллов. Скиллы, которые использую я, и сейчас я тебе покажу, чтобы ты в дальнейшем не допустил каких-то определенных ошибочек, лучше делать сразу вот так вот, чтобы потом скиллы не переделывать. Итак, первое у нас. Начнем со скиллов, которые называются Blazing. Да, я бы рекомендовал использовать из всех вот этих скиллов, которые есть, конкретно на рейнджера, тебе, значит, рекомендую использовать марку Волка. Да? Давай откроем, посмотрим, что же это значит. У нас есть здесь 4 блэс скилла, которые мы с тобой прокачиваем за определенные картиночки, за свитки. Да, можем улучшать, соответственно, уровень действия наших скиллов. Итак, первый скилл у нас идет Overlord. Он, значится, у нас уменьшает базовую емкость стрелы пользователя на 12. Уменьшает на 12, понимаешь, да? И увеличивает максимальную специальную емкость стрелы, опять же, на 12. То есть обычные стрелы, которые идут, так скажем, не супер дамажные, он уменьшает. Но зато у нас на 12 увеличивается первый показатель емкости нашего колчана. Это я тебе сейчас попозже покажу вот это, да? Дальше у нас идет использование перезарядки. Сразу после успешного критического попадания заполняет все стрелы без перезарядки. То есть у лучника есть откат стрел. То есть ты стреляешь, каждое умение тратит определенное количество стрел. Если у тебя проходит грамотный, хороший критический урон, да, по мобу, либо по персонажу, либо по кому-то еще, у тебя автоматом колчан сразу же весь восстанавливается. Тебе не нужно тратить время на перезарядку. По-моему, это очень даже немаловажно. Эффект перегрузки может быть активирован только при наличии навыка перезарядки. Навык перезарядки — это на кнопочке C, который у нас идет специальный навык. Это я тебе тоже попозже все покажу, значит. Поэтому довольно-таки хороший положительный скиллчик, да, именно в марке Mark of the Wolf, да, марка Волка. Следующий идет у нас Fully Prepared. Ну, не знаю, как правильно читается, у меня с английским вообще ебалейло, как бы, понимаешь. Значит, текущий эффект у нас удержание специальных стрел увеличивает силу атаки на 20% и скорость критического попадания на 12%, то бишь частоту критических попаданий. Для лучника это очень важная характеристика, поэтому рекомендую тебе тоже к ней присмотреться, именно к марке Волка. Следующий у нас идет натуральный инстинкт, да? Тут у нас, значит, использование бездонного колчана увеличивает урон навыка пользователя, ну то бишь нас с вами, на 50% в течение действия срока навыка. 50% к урону тебе добавляет вот этот волшебный натуральный инстинкт при срабатывании. Следующий идет у нас обычный инстинкт. Увеличивает скорость критического попадания на 1,5% и уменьшает время восстановления навыков маневрирования на 10%. То есть, в принципе, практически каждый из этих скиллов увеличивает нам либо частоту попаданий именно критических, либо шанс, да? Либо урон непосредственно. Это очень довольно-таки хорошая, интересная марка, да? Блесовое умение. Следующий классовый скилл. Для PvP, опять же, для PvP режимчика, да? Для PvP у меня выбрана перезагрузка стрел. Потому что у нас всегда под рукой должна быть кнопочка, чтобы мы могли себе отрегенить стрелы, независимо от того навыка, который у нас есть.
да, который у нас предыдущий, то, что мы сейчас с тобой смотрели в блессингах, потому что криты могут не всегда попадать, это во-первых. Во-вторых, у твоего соперника может быть одеты шмотки, которые уменьшают критические попадания. Криты могут быть не настолько эффективными, понимаешь? И мы всегда с тобой должны максимально быстро отрегенить нам стрелы. Это из активных, да? Следующий на данном этапе у меня стоит, это для боссов и для ПВП. Да, на данный момент пока что. У меня стоит Temple Shot. То есть он заряжается в 3 этапа, каждый этап тратит определенное количество времени, и на данный момент, как ты видишь, первый уровень 19800 это начальный дамаг с одного, так скажем, заряда. Второй заряд идет 35900, и третий заряд идет 52000. То есть вот этот конкретный скилл, да, именно классовый скилл, я его беру в основном на боссов, на мировых, либо куда-нибудь в данже. Потому что в самом начале, когда каточка, почему бы не зарядить долгий скилл перед тем, как начать бить босса и влупить максимальное количество урона по нему, да? Соответственно, это у нас для боссов в основном используется, но для ПВП, это когда уже с игроками будешь, да, драться, грубо говоря, я бы, как один из вариантов, рассмотрел бы еще Flashbang Arrow. Да, то бишь, ну, так скажем, световая стрела, я не знаю, как это назвать. Это стрела, которая не сбивает, во-первых, не сбивает тебе что? Правильно, не сбивает тебе комбо. Не сбивает комбо. Это очень-очень полезная вещь. И этот скилл выпускает стрелу, заряженную светом, ослепительный свет. Он взрывается при ударе, оглушает и ослепляет ближайших врагов. То есть не только твоего конкретного оппонента, но кого-то еще, кто может находиться рядом. Этот навык не нарушает комбо, даже если он используется во время комбо. Перезаряжается 35 секунд, кулдаун у него, да, и кастуется, стоимость каста 4 стрелы. Это конкретно классовых скиллов. Поэтому для боссов, для фарма каких-то толстых жирных мобов вполне себе подойдет Temple Shot, да, из 3 зарядов. Но в дальнейшем для ПВП, когда уже будет активно идти там арена и прочее, я бы все-таки предпочел, наверное, флешбэк. Потому что вместо Temple Shot у нас с тобой есть другой скилл, который я сейчас покажу, именно основные скиллы, которые мы будем с тобой постоянно использовать, значит. Здесь мы с тобой все разобрали, здесь все понятно, классовые скиллы также, кстати, ты можешь заменить, да, у тебя здесь тоже очки, которые общие идут в заработке, ты их тоже можешь тратить на замену вот этих пассивных либо активных скиллов, да, тут есть как пассивные скиллы, так и активные. Соответственно, ну, вот эти скиллчики, если тебе будет интересно, можешь посмотреть. Какие-то скиллы конкретно на конкретный скилл увеличивают дамажку, какие-то уменьшают или увеличивают время действия ослепления, да, так скажем, стана, в кавычках назовем его. Да, идем к основным скиллам. На данном моменте у меня стоит огненная стрела, как ты видишь, уже 16 уровень, да, между прочим, это вам не просто так. И вот этот Erupting Arrow, он, значит, выпускает стрелу, которая посылает ударные волны целевому врагу. Вы можете выполнять завершающую атаку, введя дополнительную команду, пока враг находится в воздухе. Базовый урон у нас здесь идет 32 900, 15 секунд откат. Это довольно-таки хороший скилл, который стоит прокачивать, потому что у него всего лишь КД, кулдаун, да, его 15 секунд. Следующий скилл, который у меня стоит вторым следом, идет Lighting Arrow, то бишь, ну, световая стрела, да, судя по названию. Быстро... Сейчас, секундочку, как же перевести-то? Думай. Быстро стреляет несколькими пронзительными стрелами, нанося урон нескольким врагам на линии огня. То есть, либо один враг, против которого ты воюешь, либо несколько врагов могут стоять на линии выстрела, то дамаг будет проходить по всем. Хочу сказать, что иногда из всей вот этой толпы стрел, которые вылетают, ну, критикал, да, дамажка может тоже зайти. Мелочь, но довольно-таки приятно. Следующий скилл, который у меня стоит. Кстати, можешь различные такие скиллчики использовать. Но, опять же, я не знаю, я их не разбирал, я тебе советую, рекомендую, точнее, то, что у меня стоит. В классовых скиллах я тебе показывал долго заряжающийся скилл, который есть, да, долго заряжающийся скилл. Но в основных скиллах, которые я использую, опять же, либо в ПВП можно использовать, либо конкретно на боссах. Используем Tempest Valley, называется скиллчик у нас.
И он, соответственно, при использовании высвобождает поток последовательных стрел. Также состоит из нескольких уровней. Первый, второй, третий. Как ты видишь, 28 300, 44 150 и 59 970, грубо говоря. Ну, там цифры, конечно, уже не читают, ты так это на экране прекрасно видишь. Соответственно, при последующем уже изучении, да, почему я дальше его пока не изучаю, пока оставил на 9 уровне, потому что базовый дамаг у нас здесь уже расти не будет, то есть он как был 104%, он так и будет оставаться, у него будет уменьшаться скилл кулдаун, то есть откат непосредственно этого скилла, то есть ты недолго будешь ждать, пока он откатится, а с каждым изучением время отката данного скилла будет уменьшаться. Это для PvP, либо для точечных боссов, но иногда в данже, когда присутствует много различных челиков, которые бегают рядышком, да, мобы, вот эти ебалейлы всякие, я вместо вот этого, вместо 4-го Tempest Valley скиллчика, да, беру, значит, вот этот скилл. Thundering Arrow, да? Объясню почему. Она тоже долго заряжается, но обрати внимание, 3-й уровень дамага у нас идет 72 тысячи. Второй 41 тысячу, да, первый уровень не особо высокий, но 3-й уровень он дает о себе знать. Если его использовать точечно, то он в принципе тоже наносит довольно-таки очень хороший, потрясающий урон, и в принципе можно заменить вместо Temple Valley вот эту Thundering Arrow, да, довольно-таки тоже хороший скилл. Стреляет стрелой, которые взрываются при ударе, нанося урон врагам на большой площади. Вы можете стрелять дополнительными стрелами, если зарядите свой выстрел по максимуму. То есть вылетает еще дополнительное количество стрел. Этот скилл я также пока что оставил, не изучаю его. Опять же здесь, как ты видишь, базовый дамаг уже больше, чем был на 4-м, да, тут у нас 104% было на Tempest Valley, здесь на Сандеринге 156% идет, но опять же есть смысл его изучать, потому что уменьшается кулдаун, да, опять же уменьшается кулдаун. И 3-й, точнее, всего 4, под кнопочкой 3 у меня стоит марк. Ну, мне просто так удобно. Ну, марку обязательно рекомендую, опять же, для PvP довольно-таки полезно, да, потому что ты вешаешь метку на персонажа, по нему проходит больше такой интересненький урон. И на боссах, на различных, это тоже очень полезный скилл, потому что многие ребята просят: швед, давай кастуй быстрее, давай. И значит, давай посмотрим, что пишут. Стреляйте быстрые стрелы в одну цель, нанося им урон, отмечая их как более восприимчивым к атакам. Этот навык не нарушает комбо, даже если он используется во время комбо. Он наносит базовый урон, то бишь 13 тысяч у нас с тобой, да? И откатывается 30 секунд. И смотри, насколько ты понимаешь, так как всего лишь прокачан у меня 6-й уровень, для перехода на 7-й уровень нужно 52 скилл-поинта. Это значит, что этот скилл есть смысл прокачивать, потому что на каких-то, не знаю, PvP, да, на боссах, в рейдах, в данжах, тебе эта марка довольно-таки пригодится, потому что она очень хорошо дает другим игрокам дамажить по конкретной цели. И тебе конкретно в PvP она может пригодиться. Кинул марочку, значит, точнее, кинул долгий выстрел, вот этот, который долго заряжается, значит, захреначил, кинул марочку, отдамажил его различными вот этими своими умениями, которые я тебе сейчас рассказал, и ты просто чувствуешь себя в шоколаде, понимаешь? Если ты понимаешь, о чем я, пиши обязательно комментарий под видео, не забудь прожать лайк, чтобы я понимал, что есть смысл для тебя дальше снимать эти видео. Переходим во вкладку комбо. Как ты видишь, комбо состоит у нас из Rapid Shot комбо и Piercing Volley комбо. То есть нижнее мы вот это откладываем, это для массовых драк. То есть это стрелы, которые стреляют по большинству противников, которые могут стоять перед тобой. Да, то есть, в принципе, это комбо, оно, по сути, нахрен не нужно, если ты только не фармишь мобов. Итак, давай посмотрим одиночное комбо. То есть, как ты понимаешь, каждое нажатие мыши открывает тебе определенные эти, ну, в общем, ну, в кавычках скиллы, типа, комбо-удары, так скажем. Да, я бы рекомендовал использовать вот эту веточку, первая, которая идет, да, вот эта первая веточка. Да, она долгая, но она довольно-таки профитная. И сейчас, подожди, давай пролистаем, я тебе покажу. Давай начнем с крайней. Вот эту крайнюю метку однозначно можно использовать. Вот это долгая, но прикольная. Во-первых, практически каждое комбо, они кнокают и отталкивают твоего врага назад.
Вот этот скиллчик можно, Penetration Shot, использовать, потому что у него проникающая способность побольше, да, он чуть получше пробивает броню, и базовый дамаг, получается, у крайнего вот это выстрел 24, почти 25 тысяч. Предыдущий, в принципе, ну, не особо, в принципе, он тоже кнокает, базовый дамаг ни о чем, поэтому вот эту веточку я бы на твоем месте пропустил. Либо используем крайний вот этот вот, самую долгую, да, вот так вот, блин. Либо следующий вариант используем. Вот это вот. Да пролистывайся. Вот этот вот. Вот это умение Hammer Shot. Он чем хорошо? У него финальная стрела не обладает каким-то супер хорошим дамагом, но довольно-таки хороший, 21 700. Но у него нереально офигенный кнок. То есть оно прямо кикает твоего персонажа, врага твоего. Да, он прямо стоит в ступоре такой: ё-моё, что происходит-то? Да, поэтому вот это вот среднее пропускаем, используем либо первое, значит, либо вот это для ПВП, конкретно для ПВП, либо какой-нибудь моб на тебя напал какой-нибудь, знаешь, такой, который ты долго мучаешь, побеждаешь, просто влупил ему хаммершот, он окуклился, ему еще какой-нибудь стан световой влупил, и все порядочно вообще получается. Вот, смотри, по скиллам ты спросишь, где брать скилл-поинты, да, тебе они нужны для прокачки основных скиллов, тебе они нужны для прокачки классовых скиллов. Ну или для открытия других скиллов, которые, если ты захочешь открыть. Значит, смотри, тут есть маленькая хитрость. Маленькая хитрость. Я тебе сейчас, кстати, покажу, как мы дамажим под различными скиллами, чтобы ты понимал, что наглядно видел цифры, так скажем. Потому что я не изучал, я не записывал, но ты сейчас это увидишь и сам поймешь, что тебе лучше. Смотри, значит, чтобы зарабатывать скилл-поинты на любых классах, не обязательно на лучниках, на всех лучниках, абсолютно. В каждом городе есть вот такая штучка. Но она у меня сейчас в откате. Выполняя вот эти задания, которые вот 4, видишь, показываются, я выполняю только когда здесь синий сундук. Когда идет уже откат, я не выполняю, потому что, ну, не особо хороший профит от этого. Когда синий ящик светится на городах, тогда выполняем. А дальше ты смотри сам от загруженности, от времени и прочего-прочего. Выполняем вот это задание обязательно. За это дает, во-первых, репутацию города. Это во всех городах такие же истории, поэтому я не буду конкретно каждый город брать. Выполняешь вот эти задания. Получаешь скилл-поинты, очки скилл-поинтов. Выполняешь просто отдельно на карте, независимо от вот этой уже, после того, как ты выполнил одну, да? Выполняешь все вот эти картинки. Да, влом, да, говененько, да, непонятненько, да? Но советую тебе выполнять, потому что за каждое вот эти выполненные задания дают что? Правильно, SXP, то есть skill point. Скилл-поинты ты тратишь в прокачку скиллов. Соответственно, в этой игре, кроме оружия, все зависит от прокачки твоих скиллов. Если у тебя скиллы прокачаны больше, выше и сильнее, чем у твоего соперника, то ты его разъебенькаешь, понимаешь? Ты его победишь, ты сможешь показать себя более рукастым, более прокачанным, более каким-то просто потрясающим шедевральным парнем, девочкой, не знаю, там, неважно, кто там играет. В общем, вы покажете себя просто хорошим дяденькой. Все вот эти задания, есть какие-то простые, есть какие-то непростые. Лечилки, это да, лечить, бегать. Бегаешь, лечишь, тебе, во-первых, опыт идет. Опыт, да, который повышает тебе персонажа. Во-вторых, скилл-поинты, которые тебе очень сильно нужны. Вот. Рекомендую обязательно всегда ходить на мировых боссов. Мировые боссы, я думаю, ты видел уже, как они выглядят сейчас. Если я тебя найду, я тебе обязательно покажу. Я постоянно, я карту вроде знаю, а вроде, понимаешь, запутался. Ну, блин, а у меня пока откатанных нету никаких, откачанных. И... Короче, такие желтые, знаешь, как будто желтая рожечка такая, с рогами такая. Желтая рожа с рогами — это мировые боссы. Их можно лупить, за них тоже дают хорошо очков и прочее. Если у тебя вообще дофига времени, то в каждой локации стоит вот такой челик. Ну, наподобие такого челика. Наподобие такого челика тоже можешь поделать задание. Вообще довольно-таки интересный тип. Вот, давай просто ради интереса посмотрим. Ради интереса выбирать не будем, пожалуйста. Нет, только не выбирай. Бляха, нет, он сейчас выберет. Короче, он сейчас выберет, я просто не хочу выбирать. Выполняй максимально все задания, потому что скилл-поинты тебе обязательно пригодятся. Итак, давай показываем тебе, как это работает. Флешку я тебе не буду показывать. Показываем, который на букву В. Скилл, который классовый скилл, который просто дополнительно мы для боссов берем, чтобы, ну, лишний дополнительный удар был у нас дамажный, да? Давай смотрим. Снял до 40%, да, до 46%. Теперь смотрим скилл, который под циферкой 4, который также 3 раза кастуется, но стреляет конкретно в одну цель. То есть не массы, которые я тебе рекомендовал именно для каких-то конкретных боссов. Смотрим. Снял до 1%. То есть в любом случае скилл, который ты прокачиваешь скилл-поинтами, он дает намного больше урона. Да, теперь как это работает? Давай вот на соседнего дяденьку вставим. Сейчас у нас скиллчик откатится. Смотри, на букву С, кстати...
на букву С мы нажимаем, и у нас восстанавливаются наши стрелы, чтобы ты понимал, да, в любую секунду мы можем восстановить все стрелы. Снизу, где красная, зеленая, белая полоска, ты видишь, у меня написано 80, дробь 38. Это предыдущие, значит, когда предложение я тебе рассказывал, где 12 стрел, помнишь, одних уменьшается, других увеличивается. Вот уменьшаются правые, а увеличиваются левые. Левые — это более топовые, так скажем, стрелы, которые у тебя могут быть. Итак, давай, значит, смотри. Вешаем меточку, точнее, не вешаем меточку, используем 4-й скилл. То бишь, снимаем до нуля его, да? Ну, ты видел, я тебе уже показывал этот скилл. Сняли, кинули меточку, значит, влупили вот такой скиллчик и потом запулеметили. Все, врага нету. От слова вообще совсем. Значит, смотри, давай я тебе покажу, как действует другой скилл, который у нас... Сейчас мы использовали, смотри, вот этот вот скилл, да, который 59900 у него массовая. Это стреляет в одну точку. Вместо него можешь поставить и, в принципе, постоянно использовать вот этот Thundering Arrow. Берем, меняем, пробелом заменили, теперь он у нас активен. И давай смотрим, что по урону. Да подожди, да что ты перещелкаешься, ну? Да ящер, ну давай туда, какая разница. Также кастуем. Кастуется примерно так же по времени. И смотрим, как он сносит. Он сносит, кроме себя... Подожди, я очень далеко отошел, поэтому не задел. Да, кстати, у этого скилла минус, который массово дамажит, у него есть минус. Есть определенная дальность, на которую он действует. То есть нужно подходить, чтобы у тебя был вот этот кружочек красненький выделен обязательно. Потому что бывает у тебя просто точечка беленькая, да, вот такая, и ты можешь стрелять. Но для скилла лучше подходить. Вот так вот подошел, значит, лучше поближе, да, на боссах-то и без разницы, они сразу же не нападают, которые в данжах. Закастовался 3 уровня, ебенькаем. И сносит до половины, но практически всем, кто находится рядом. Откат довольно-таки более-менее приятненький, ну так как он у меня прокачан. Но, опять же, все-таки для точечных экземпляров я бы выбрал предыдущий, который Templars что-то там шот, да? Поэтому думайте сами, решайте сами. По поводу одежды. Давай глянем, что у нас одето. По поводу одежды. Есть кольца. Кольца я стараюсь всегда использовать либо на шанс критического попадания, да, либо шанс критического попадания, потому что с кольцами пока в этой игре с бижутерией вообще печаль беда, поэтому что есть, то есть. Но стоит, как ты видишь, на увеличение шанса критического попадания, значит. Ожерелье стоит. Ни хрена тут у нас не работает. Ну, оно стоит, в рот его компот, как говорится. Пояс также. Увеличение шанса критического дамага на 15-28. Все шмотки пока что, точнее многие шмотки пока не заточены под то, что нужно, так как пока что все в процессе выбивания из данжа. Данжи довольно-таки сложные, под это нужна команда, нужны руки и прочее. Поэтому пока то, что у меня есть, либо на урон, либо на шанс критической атаки. Но я себе конкретно все буду завозить на шанс либо критического дамага, точнее увеличение критического дамага, либо шанс критической атаки. Потому что чем больше мы будем попадать даже маленькими, не особо сильными выстрелами, мы будем быстро стрелять и наносить максимальное количество критов. А это очень важно в краткосрочных схватках. Я считаю так, если я ошибаюсь, напиши свое мнение. Куртка у нас также, ну, сила атаки пока что, шлем. Но вообще на хп, ну, пока что есть, то есть, как бы, да? Чем богата, тем и рада. Здесь крит хитрейт на 3,5 на 5 секунд. Мелочь, но приятно. И самое хорошее, самое сладкое, что у меня есть на данный момент, это лук золотой А-класса, который выбил в одном из данжей. Это просто пока что на данный момент самая лучшая шмотка, которая у меня есть. Как ты видишь, здесь написано Damaged. То есть я когда точил его сломал, но тут есть очень хороший плюс. Очень хороший плюс. Плюс заключается в чем? Если у тебя появляется такая надпись, что сломано, то оно не уменьшает твой дамаг. Оно просто не дает возможность тебе точить больше. Чтобы починить, можно купить либо за синие деревья, либо за вот эти вот шестереночки. Да, поэтому стоит не особо дорого, 5, хотя, в принципе, нормально стоит. Нормально стоит чинить, но в любом случае починю, но пока точить не буду, пока очень много вот этих прибамбасов с тобой не прокачаю. Ну, в общем, такие вот дела. Вот, пиши, что думаешь по поводу этого
билдика этого видео. Не забудь подписаться на канал, обязательно советуй друзьям, кто играет в эту же игру. Приходи, ставь уведомления, чтобы не пропускать различные другие видео на канале Шведометыч. С тобой был я, до скорых встреч, пока.